Приветствую всех на моем канале. Продолжаем Choice of Life опять. Продолжаем наше приключение. Не знаю, как там насчет того, чтобы заканчивать. Я еще не знаю, на каком там моменте игры. Но мне кажется, что мы уже где-то либо половину, либо может даже больше половины прошли. Так что насчет того, чтобы заканчивать, может быть, что-то там как-то и приближается к этому. Понемножку. В любом случае, в планах у нас сегодня посевы наши проверить, так как мы теперь фермер. Выращиваем всякие интересные штуки, а также проверить вот эти интересные горячие источники, которые меня заинтересовали под конец прошлой серии. Давайте с их и начнем, наверное. Что же там такого будет у нас? Гуляя по лесу, вы услышали шум воды за массивными кустами. Отодвинуть ветку. Взору открылась просторная поляна с небольшим водоемом в центре. Над водой медленно поднимаются клубы пара. Несомненно, это горячий источник. Нырнуть с разбега или осторожно подойти? Ну да, конечно. Бомбочка! Осторожно подойти. Кругом нет хищников, так что место должно быть безопасным. Тепло, исходящее от источника, дурманит разум. Все мысли теперь только о купании. Строить привал. Из подручных средств быстро собрался шалаш, где можно оставить вещи и отдохнуть. Наконец-то можно спокойно искупаться в источнике. Приступаем. Горячая вода расслабляет, устроившись поудобнее, вы наслаждаетесь звуками природы. Оглядеть поляну. Изучая взглядом округ, вы замечаете поваленное дерево, от которого отслоилась кора. И, повозившись с корой, получилось отодрать достаточно большой пласт. Развалиться на ней, сеять горку. Развалиться на ней. Вы кладете кору на водяную гладь и ложитесь сверху. Жестковато, но что-то в этом есть. Хорошо придумано. Стелить горку. Это уже лишнее, наверное. Хватит отдыхать. Мне кажется, из-за этой горки мы сердечко потеряем. Чуйка такая. День близится к концу, и вы уже вдоволь насладились прелестями горячего источника. Пора в путь. Покинуть источники. Хотя, может, если бы я выбрал эту самую горку, мы бы еще что-то как-то продвинулись к этому источнику, а то что-то как-то мы быстро его закончили. Подозрительно. Ничего даже не нашли. Отдохнули типа и... странная гора. Ну, странная гора. Что за странная гора? Гора на юге выглядит подозрительно. Облака над ней слишком низкие. И верхушки совсем не видно. Вы раздумываете, стоит ли изучить это место. Вдруг там сокровище. Азарт и жажда приключений берут вверх, и вы отправляетесь в путь. В лесу сегодня особенно оживленно. Птицы поют со всех сторон. Ветерок едва треплет волосы. Кажется, будто остров стал в разы комфортнее для жизни. Отличная погодка. Ничто не может испортить такой замечательный день. Ну-ну. Земля уходит из-под ног, и вы падаете куда-то глубоко вниз. Похоже, это сеть подземных пещер, тянущихся по всему острову. Ну вот кто тебя тянул за язык? Смотреться, свет проникает лишь над местом вашего падения. Вокруг нет никаких признаков человеческого вмешательства. Эти пещеры возникли естественным образом. Чтобы не заблудиться, вы следуете старому маршруту. Пещера тянется как раз в сторону загадочной горы. Вы пытаетесь глядеться в темноту, но далеко по такому мраку не уйдешь. Орать. Титул получен эхолокатор. Эхолокатор, может, вы человек-летучая мышь? Вы издаете пронзительное уа. Судя по эху, через пару десятков шагов будет поворот направо. Вот.
Поплутав некоторое время, вы выходите в более просторный коридор, с потолка которого свисают каменные сосульки. Кажется, это сталактиты, сталагмиты. Блин, я не помню, что из этого что. Я помню, что одни это, которые растут с потолка вниз, а другие, которые растут из-под земли вверх. Что и есть что, блин? И это еще как-то повлияет на эффект, что ли? Сталактиты, сталагмиты, ну сталактиты пусть будет. Плюс мешочек, может, я угадал. К сожалению, рядом нет никого, кто мог бы подтвердить эту догадку, но на всякий случай вы отломили пару сосулек и разложили их по карманам. Для чего-нибудь сгодятся. Дойдя до развилки, вы пытаетесь заглядеться в оба прохода, но не находите ничего примечательного. Придется идти наугад. Налево. Спустя пару десятков шагов становится жарковато, а температура пещеры быстро становится даже выше, чем на поверхности. Ну, терпеть такое себе. Сняв рубаху и закатав штанины, вы стали чувствовать себя чуть легче, но ощущение нахождения в парилке только усилилось. Вы доходите до узкой площадки над пропастью, в которой бежит подводная речка. По другую сторону обрыва находится продолжение тоннеля верхнего уровня. Никаких бомбочек, я уже говорил. Едва не соскользнув вниз, вы все же сбалансировали и оказались на противоположной стороне. На сводах пещеры виднеются солнечные зайчики, за поворотом должен быть выход. Ловушка? Плюс сердечко. Вы осторожно выглядываете из-за угла и понимаете, что на солнечные лучи отражала золотая трава, растущая на выходе из пещеры. Недолго думая, вы срываете пучок и активно жуете. Очень питательно. С небольшой высоты вы охватываете взглядом вокруг. Отсюда прекрасно видно родное плоскогорье. И даже выше незамысловатое жилище ваше. Замысловатое жилище. Пора домой. Пора. Теперь вы знаете, что остров насквозь пронизан сетью пещер. Вы благодарите судьбу за то, что не пришлось искать выход из них до конца своих дней. Закрытые пути, странная гора. Ну и у нас остался только проверить посев наш. Случайная встреча. Рядом с картинкой какого-то животного на карте меня это смущает. Это хорошо, наверное. Вас остановила острая боль в ноге. Из стопы торчит росток неизвестного растения, шипы которого сочатся рыжей жидкостью. Выдернуть стебель, минус сердечко. Теперь из ноги фонтаном идет кровь. Стоило ли оно того? А ты как выдергивал, собственно? Ты легонько или ты так дернул, что полноги чуть не оторвал? Молодец такой. При взгляде на раненую ногу у вас мутнеет в глазах и кружится голова. Либо яд начал действовать, либо вы очень впечатлительная личность. Какой звать на помощь? Кого, собственно, звать на помощь? Алло. Вы собрали волю в кулак и пообещали себе не умирать. Неизвестно, как долго вы сможете сдерживать это обещание. Вы выдохнули и решили выяснить, куда ведут ростки, на которые вы наступили, и следствие вывело вас на куст с ярко-розовыми цветами. Усердно вспоминать. Вы еще раз взглянули на шипы и разблокировали болезненные воспоминания из детства, когда однажды упали в куст чертополоха. Несомненно, это был он. Вам стало стыдно за то, что вы так резко поддались панике из-за безобидного растения. С другой стороны, кто не паникует на необитаемом острове? Теперь, когда угроза смерти от яда вам не грозила, вы продолжили путешествие, внимательно совершая каждый шаг. В итоге попросту потратили сердечко. Итак, посевы. Еще издалека вы видите, как на месте ваших посевов кто-то носится из стороны в сторону, маленькие длиннохвостые. Милашки. Родители. Ну блин, как бы, если есть мелкие, наверняка будут и родители. Сейчас как гости к нам пожалуют. И уже будет не до милашек нам. Ну ладно. Пятнистые мордочки, розовые носы, а какие глаза. Нужно скорее с ними подружиться. Стая из 5 оцелотов перестает рыться в земле и наконец замечает вас.
Кажется, это всего лишь котята, тем не менее размером не больше обычной кошки. Давайте по-хорошему. Это всего лишь голодные котята, когтистые и клыкастые прелести. Когтистые и клыкастые прелести, да. Милые 30-фунтовые 30-фунтовые машины для убийств? Ну что это, ничего, что это такое? Вы сели на корточки и протянули ладонь навстречу животным. Те смотрят с недоверием и не двигаются с места. Играть с тростинкой может вас угостить, напрыгнуть. Ну точно не напрыгнуть. Угостить минус мешочек, жаль, но как бы... Это, наверное, один из лучших способов, чтобы получить доверие, типа покормить. Нет? Да? Нет? Вы достали из сумки немного припасов, которые планировали съесть сами, и положили на землю перед собой. У нас, кстати, 2 мешочка всего осталось. Я думаю, их побольше. А то сердечек у нас полно. А можно как-то конвертировать, а? Оцелоты шумно втягивают воздух крошечными носами и, наконец, медленно приближаются к вам. Вы осторожно пятитесь назад, чтобы они меньше боялись человека. Подождать и наблюдать, подбросить лакомство. Подождать. Не надо в них кидаться. Наблюдать за дикими животными так интересно. Котята спешно кушают, облизывая розовыми языками свои мордочки. Это так умилительно. Ну что началось опять? Вот они смотрят на вас с недоверием. Попытаться погладить, подозвать к себе. Ну, не знаю, стоит ли рисковать гладить. Это сейчас как откусят тебе что-нибудь. Вы пытаетесь улыбаться, делать дружелюбный вид и тихонечко шепотом подзывать к себе этих котят. Самый маленький из оцелотов замечает ваш жест и очень осторожно движется к вам. Вы протягиваете раскрытую ладонь, и котенок тут же кусает ее. Вот кто бы сомневался. Ты маленький гаденыш. Погладить. Его крохотные клыки не причинили вам никакой боли. Разве можно злиться на такого милого котенка? А когда уже придет мамаша? Вот тогда будут проблемы, я думаю. Рано или поздно это случится, скорее всего. Вы нежно гладите оцелота по пятнистой голове, и тот начинает довольно мурчать. Его сородичи, осознав всю вашу доброту, подходят ближе, начинают тереться ноги и руки. Что-то как-то все слишком хорошо сказывается. Погладить их всех. Титул получен приручитель. Ничего себе. Ну даже такое есть. Вашим талантом можно приручить хоть льва, хоть комара. Животные так и тянутся стать вашим другом. Прикольно. И тебя погладим, и тебя. У вас достаточно любви для каждого. Какие же они мягкие. Наконец, оцелоты все чаще начинают смотреть в сторону леса. Им пора возвращаться домой к своим диким кошачьим делам. Отпускайте их с улыбкой и еще долго провожайте взгляд. Вот бы они пришли еще. Неужели мы подружились? А неужели? Всегда приятно иметь в друзьях милых животных. Вот только настоящие друзья не перерывают ваш огород. 2/3 ростков уцелели, какие-то не успели выкопать, а какие-то лежат на поверхности земли. Повозившись, вы закопали их вновь, и теперь осталось подумать о безопасности участка. Давно пора. Сделать простую ограду, поставить чистокол. Простую ограду легко кто-нибудь порвет, сломает и так далее. Поставить чистокол, минус еще мешочек. Остался один последний. Если кто-то решит полакомиться в вашем огороде, то он может распороть себе брюхо о острых кольях. Пусть подумает дважды. Семена наконец защищены, теперь их нужно только полить. Придется идти до озера на другом конце поля. Проверить табак. Кусты табака выглядят на удивление хорошо. По жухлым листьям вернулся здоровый цвет. Вы срезали несколько листьев, чтобы высушить их, когда выдаст подходящий момент. Вот теперь можно в путь. Работа в поле изнуряла, так что вода не помешает ни растениям, ни вам.
Водная гладь переливается под солнечными лучами, вы умылись, пополнили запасы воды и заметили нечто странное в кустах. Приглядеться. Что это такое на том берегу торчит из-за кустов? Это рога? По другую сторону реки из кустов высовывается знакомая голова. Коза равнодушно смотрит на вас. О, старый добрый друг. Поле засеяно, нужна скотина. Было бы неплохо. Где одна коза, там и несколько. Если получится приручить ее, можно добывать молоко и мясо. А они лишним не бывают. Так что сегодня за серия какая-то. С питомцами всякими разными. Мы это приручитель еще тот. Может и козу приручим. Может еще что-то пожестче, поинтереснее. Вы обходите озеро, присвистывая и словно не замечать поблизости никакой козы. Никто не хочет ни на кого нападать. Эй, привет, коза! Помнишь меня? Весь актерский талант ушел на то, чтобы скрыть истинные намерения и показаться дружелюбным. Но коза что-то заподозрила. Животное догадалось о ваших намерениях и было готово к внезапным атакам. Коза смотрит с недоумением, словно давая шанс одуматься. Я пошутил. Ты идешь со мной. Я пошутил. А еще один титул, козий друг. Какой интересный титул. У всех могут быть друзья-козлы, но хорошо, когда это правда козлы. Ха-ха-ха. Смейтесь, это смешно. Очень смешно. Вы демонстративно поднимаете раскрытые ладони, пытаясь объясниться в своих самых лучших намерениях, но коза все еще слабо в это верит. Приходится развернуться и направиться обратно к полю. Через какое-то время позади доносится стук копыт. Кажется, козу все-таки получилось заинтересовать. Так. Смотри, какая вкусная трава. Давай. Главное, чтобы нам мой табак не сожрала, а то будет обидно. Все сорняки в ее распоряжении, но главное только сорняки, ты смотри мне. Насколько пользы земля очистится от паразитов, коза станет упитанной и аппетитной. Ты что там уже планируешь, алло? Сорняки возле пашни очень понравились вашей спутнице, и она щеплет их, не обращая ни на что внимания. Привязать, погладить, оставить в покое. Ну блин, погладить сейчас как? Ударить тебя копытами в живот или вообще убежит? Привязать это аналогично, может быть еще что-то похуже. Не знаю. Привязать это мы еще и мешочек, наверное, потратим. Давайте оставим в покое. Пусть идет, если идет, то пусть идет за нами. Нет, так нет. Вы доверились козе и оставили ее пасти свободно. Хотя что-то, мне кажется, я еще пожалею о том, что я ее не привязал. А может наоборот. Может этот день станет началом крепкой дружбы. Может быть. Отвлекшись от козьих дел. Угу. Мы наконец спалили все уцелевшие растения. Можно наконец-то отдохнуть и посвятить остаток дня чему? Изобрету новое блюдо, построю беседку, получу потрясный загар. Строй беседку. Сейчас в поле совершенно негде отдыхать, и даже до тени деревьев далеко. Здесь так не хватает беседки. Сейчас все будет. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет. Внезапно со стороны моря донесся хлопок, а за ним нарастающий свист. Пригнуться. Вы инстинктивно приседаете, и не зря. Нечто гигантское пролетело всего в паре метров от вашей головы. Земля разрыта пушечным ядром. Кажется, близ острова происходит корабельное побоище. Класс, это люди! Класс, это люди. Ну, как бы... Я был бы рад, но корабельное побоище... Класс, это люди. Ей! Сейчас нас всех разбомбят пушками.
И все, что я строил, все, что я здесь садил, будет не на смарку. Вот это будет обидно. На южном краю острова есть высокий утес, с него можно взглянуть на происходящее и понадеяться, что они перебьют друг друга. Закрытые пути посева, открытые пути утес. Господи, что ж это так громко, эти ваши флоры и фауны. Так, с утес. Там что, пираты? За несколько шагов до края утеса вы резко задумываетесь о том, насколько вообще безопасно сейчас находиться так близко к месту битвы. Пойду-ка я лучше пройдусь. Да, пойду-ка я отсюда. Выглянуть, прислушаться. Ушки гремят одна за другой, судя по плеску воды, большинство ядер летят мимо целей. Выглянуть. Вы осторожно приближаетесь к обрыву и теперь можете лицезреть картину происходящего. Ты смотри, не свались с обрыва. Два больших парусника схлестнулись в ожесточенной битве. Они подпрыгивают на волнах и все быстрее приближаются к острову. Орать, махать руками, расслабиться и наблюдать. Ну, наблюдаем, как они перебьют друг друга. Что мы с ними сделаем? Что мы, как мы? Мы ничего не сделаем. Вы сделали тропический коктейль и посмотрели на отличное шоу. Да, жалко попкорна только нет. Опомниться заставил невыносимый грохот. Вы подползаете к краю утеса и видите, как медленно тонет поврежденный корабль. Волны вынесли его на рифы и пробили борт. Кто победил? На мачте уцелевшего корабля, который продолжает стрелять из пушек, развивается черный флаг. Кто проиграл? На разлетевшемся в щепки под градом ядер и быстро скрывающимся под водой корабле не видно никаких знаков отличия. Похоже, это торговое судно. Караул, пираты! Светлая память. Выгодная ситуация. Действительно выгодная ситуация. Титул получен бессердечный. Вот это я подлец. Вот это я негодяй. Посреди чужой трагедии думать о личной выгоде не самое лучшее качество. Ой, ой, ой. Даже если торговый корабль утонул, скала может вынести что-то полезное. Муа-ха-ха-ха. Пиратский брик огибает остров и скрывается из виду. Теперь можно не опасаться попадания ядер и спокойно смотреть подножие утеса. Ну что ж, погнали. Сокровища, припасы, заморские товары. Пора узнать, что там было. И все это будет мое. Безопасный спуск быстро закончился. Земля под ногами сменилась голой каменной породой. И вот уже край скалы. Опять. Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Спуститься по лиане. Ну и рискнем. Блин, минус последний мешочек. Я надеюсь, что мы там сейчас найдем кэшбэк с этого корабля и вернем себе эти мешочки. А то 0 мешочков это очень плохо. Обмотав каменный выступ канатом из прочных лиан, получилось спуститься в 2 раза быстрее. Отсюда хорошо видно место крушения корабля. На поверхности воды плавают доски, бочки и прочий хлам. Среди них вы замечаете нечто странное. Или некто. На таком расстоянии сложно определить, человек ли держится за плавающий мусор, или за него попросту зацепился какой-то камзон. Наконец-то вам удалось спуститься к крохотному бережку, на который течение выносит множество хлама. Теперь можно отчетливо разглядеть человека в военной форме, дрейфующего в море, и несколько шлюпок, движущихся к нему. Смотрите, хлам. Вот, кэшбэк, я же говорил. Среди обломков досок и прочего мусора вам удастся выудить несколько прочных веревок, лоскуты ткани и бочонок гвоздей. Плыть к военному, плыть к шлюпкам. К военному. Наверное, неизвестно, жив человек или мертв, но лучше попытаться помочь, чем сожалеть о не сделанном.
Ну да, конечно, при том, что мы бессердечны. На плоту из обломков у вас получается добраться до офицера и перевалить его к себе. Он без сознания, его глаза закрыты, и дыхание тяжелое и хриплое. Бить по щекам. Ну ладно. Вы не знаете, как оно именно делается, но применили свои самые смелые догадки. Офицер закашлялся и медленно открыл глаза. Вы не уверены, что ему это понравилось? А? Где я? Самое время объяснить. И некогда объяснять. Ну тут как бы и то как бы надо, да, хоть что-то объяснить. И как бы не слишком уж растягивать, смотря как он это объяснит. Он сейчас может начать объяснять долго и нудно. Ну ладно. Вы в подробностях описываете географию острова, местные достопримечательности, гастрономические разнообразия в виде кореньев и дождевой воды. Ну, рука-лицо просто, ну рука-лицо. Ничего не понимаю. Какие еще коренья? Нужно доплыть до берега, пока пираты не вернулись. Прислушаться. Вы вспоминаете о лодках, которые видели раньше, и напрягаете слух, чтобы определить их местоположение. Шлюпки с людьми довольно далеко, но до вас достигает их брань о неудачном нападении и скудной добыче. Похоже, это пираты, а никакие не торговцы. Перейти к утесу, укрыться за рифами. Укрыться. Минус сердечко. Вы попытались осторожно плыть высокий риф, но течение резко бьет вас о скалу. Лот переживает удар намного лучше вас. Что это было? Кинуть камень, нырнуть в воду. Кинуть камень. Не зря вы полезли в воду с камнем в кармане. Он пригодился. Пираты отвлеклись на всплеск, и вы смогли плыть от них подальше. Оторвались. Нужно укрыться в глубине острова. Ты знаешь местность? О, знаю ли я местность? Да я тут вообще профессионал, господи. Есть тут одно местечко, и не одно. Хо-хо-хо. Уютная база с хорошим видом, базовыми удобствами и гостеприимным хозяином. Да. Звучит отлично, не будем терять времени. Вперед в новый дом. Полные радости от неожиданной встречи с новым другом, вы не заметили, как добрались до берега и преодолели скалистый утес. Одиночеству конец. А хорошо ли это? Ну, идем домой. Весь путь к плоскогорью вы показывали офицеру окрестности, наконец вы забрались в укрытие и осмотрелись. С высоты не видно преследования, так что можно передохнуть. Оглядеть офицера. Мужчина средних лет, носящий на плечах армейский китель. Похоже, он чудом вышел из столкновения с пиратами невредимым. У тебя отличное убежище и вид прекрасный. Расскажи-ка про себя. Уважаемый. Офицер не сразу понял вопроса, но затем охнул и с неловким видом стал чесать затылок. Да я же не представился. Меня зовут Джозеф Джексон. Спасибо, что спас мою жизнь. Да неужели? 4-й персонаж за всю игру. Офицер, спасшийся после кораблекрушения. Да. Обращайся, за тобой должок, да. Действительно должок. Разумеется, я переложу все свои силы, чтобы отплатить тебе сполна. Ты военный? Бывший, если такие бывают. Я ушел в отставку, но все еще ношу свою форму. Слишком привык к ней за долгие годы. Как пираты нашли вас? Эти бандиты никогда не выбирают жертву случайно. Кто-то из пиратских прихвостней посоветовал безопасный маршрут к этому острову, но он оказался ловушкой. Капитан думал, что вместо пушек для охраны будет достаточно одного меня. И вот что произошло. И теперь мы следующие. Хорошо, что у нас нечего брать. Да ты что?
Зачем вы плыли сюда? Капитан никого не посвящал в свои планы, но ходили слухи, здесь растет какая-то золотая трава, дорогая, наверное. И теперь мы следующие. Скорее всего, они и правда придут сюда. Твое убежище сложно не заметить. О, да. Ай, карамба. У нас же ничего нет. Мы дадим отпор. Не зря же я строил форт. Вы сами не ожидали, что выкрикните подобное. Адреналин растекся по венам и придал новых сил. Это да. Наверняка они видели дым от костра, когда проплывали мимо, и теперь они могут решить, что здесь укрылись выжившие с нашего корабля. Ага. Начинаем строить планы по обороне. Значит, пора строить укрепления. Значит, пора уплывать с острова. Пора делать ноги. Или, может, договоримся? Пора строить укрепления. Вы бросились за работу, не теряя ни минуты. Спустя какое-то время удалось укрепить частокол по всему периметру базы. Вы задумались, что еще может помочь в обороне? Вырыть ловушки, сделать стрелы и лук. Вырыть ловушки. Теперь подходы к базе защищены. Если упасть в эту яму, то либо труп, либо калека. Первичная подготовка закончена. Ничего не забыли? Перекусить, что-то построить? Ну, как бы перекусить, да, надо, но у нас как бы и так куча сердечек, а построить еще какую-то полезную плюшку тоже было бы неплохо. Ну, плюс мешочек тоже неплохо. Это даже лучше, чем сердечко намного. Да, вы принялись возводить новое место для ночлега. А офицер протянул вам несколько гвоздей и топорик, который нашел среди обломков. Вот. Наступил вечер, Сейчас самое время узнать своего нового друга поближе. Как ни крути, вскоре вам предстоит сражаться с пиратами. Уже имел дело с пиратами. Почему ты в отставке? Ты имел дело с пиратами? Да, и не раз. В море они невероятно опасны, но на суше у нас еще есть шансы. 1 на 1 бандит никогда не победит старого вояку. А нам хватит оружия. Сколько пиратов было на корабле? Человек 20, не меньше. Но я сомневаюсь, что они пойдут на нашу скромную базу всей командой. Если мы отобьем атаку, то их капитан трижды подумает, стоит ли терять еще больше людей. Ага. Может, попросимся к ним? Это что, шутка? Надо попробовать договориться. Мне не нравятся оба этих варианта. Не выйдет, капитан может убить нас просто, чтобы позабавить команду. Так-то да. Ну и каков наш план? Каждая минута приближает к неминуемой битве. С этими мыслями невозможно спокойно бездельничать. Я хочу изучить окрестности, чтобы найти пути для отступления и собрать ресурсов для обороны. Что ты об этом думаешь? Пути к отступлению и ресурсы. По крифам, наверное, давайте. Вы прикинули, что на берег могло вынести что-нибудь полезное из торгового корабля, кстати. И вряд ли пираты до сих пор стерегут это место. Хорошо, я посмотрю, что там можно найти. Пираты могут нагрянуть любой день. Нужно быть готовым ко всему. Я пойду с тобой. Уж я-то подготовлюсь. Ну, как бы оставлять форт вообще без ничего, без никого. Наверное, не стоит. Уж я-то подготовлюсь. Действительно, на острове остались неизведанные области. Так за беседой наступило утро, когда вы проснулись, Джозефа уже не было. Уже не оказалось в лагере. Путь. Какое в путь? А как же форт? Ладно, как хотите. Вы вспоминаете о восточном мысе и о камнях, что виднелись над лесом. Нужно двигаться в том направлении. Ух ты, елки.
Закрытые пути убежища, открытые пути, восточный мыс, таинственные камни, урожай, широкая река. Офигеть. Давайте-ка урожай глянем. Начало. Вы прогуливаетесь недалеко от своего лагеря и вдруг вспоминаете о посевах, которые давно не посещали. Надо проверить, ага. Издалека видно, что возле ваших ягодных кустов ошивается какой-то подозрительный тип. Так. По-тихому. Вы решили напасть на незнакомца из-под тишка, но быстро сбавили пыл, заметив на нем офицерский китель. Ну, я так и думал. Просто мало ли, мало ли. Ты чего там крадешься? Подходи, своих не обижаем, ха-ха. Что ты тут делаешь? Честно говоря, просто любуюсь видами. Хотел поохотиться, но увидел издалека эти кусты и решил осмотреться. А, это мое, это все мое. Вы уже было хотели похвастаться своими достижениями, но вдруг поняли, что все кусты представляли собой лишь сухие ветки с парой пожухлых листьев. Вы пытаетесь найти хотя бы одну спелую ягодку, но все тщетно. Шо неловко чешет щетиновую щеку, не знаю, как вас подбодрить. Ну, зато есть табак. Вы показываете офицеру зеленые листья табака, которые срезали до этого. Джо принюхивается к ним и тут же расплывается в широкой улыбке. Что за дивный аромат? Нужно немедленно его просушить. Я так давно не курил хорошего табака. Откуда ты его взял? Секрет фирмы. Его тут полно. Никогда не встречал такого сорта. Знаешь, а ведь на этом можно было бы разбогатеть. Тогда плати. Ну да. Откроем лавку. Где? Джозеф хлопает вас по плечу с довольным видом. Остается только найти клиентов. На раскаленном от солнца камне табак просох в считанные минуты. Офицер умело измельчил листья и завернул их в бумагу для оружейных патронов. Объяснил это старой армейской традицией. Сделать робкую затяжку, курить как профи. Ох уж эти понты. Вы сразу же закашлялись от едкого дыма. Только отдышавшись, вы чувствуете во рту удивительное приятное послевкусие. Потрясающе. Мой командир бы за такой табак сражался насмерть. Нужно поохотиться за эти кусты и взять с собой парочку, чтобы развести плантацию. Кстати, об охоте. О, по дороге сюда я видел козу и нескольких оцелотов. Из них можно было бы сделать отличное мясное рагу. Еще и шерсть остается для шубы и шапок. Только не коза. Не дам в обиду моих зверушек. За своих стреляю в упор, ничего не знаю. Сердце замирает от ужаса, когда вы слышите о том, что из вашего друга хотят сделать рагу. Живодер. Извини, не знал, что это твои товарищи. Не переживай, мы найдем кого-нибудь еще. Спасибо. Вы отправляетесь в лес, болтая о всяком и травя анекдоты разной свежести. Например, я был бы не против смешного и не смешного анекдота. Внезапно Джозеф представляет палец к губам, а затем медленно указывает им на кусты. Выглянуть. На небольшой поляне спокойно стоит упитанный заяц. Он несколько раз облизывает лапу, затем замечает вас и скрывается с места. Караул! Добыча убегает! Хватай его скорее! Схватить в прыжке, набросить лиану, ринуться в погоню. Ну... Набросить лиану. Вы ловко заарканиваете зайца и подталкиваете к себе с видом победителя. О, я думал, не получится. Ну ладно.
Какой здоровый, на двоих как раз хватит. Ну что хочешь, чтобы я из него приготовил? Я еще раз съем. Поджарить до корочки. Крольчатину. Отличная идея, только давай вернемся на поле, чтобы не готовить посреди дикого леса. Идем обедать. Добравшись до поля, вы развели огонь и стали ждать, пока мясо будет готово. Вскоре офицер дал команду, что пора приступать к трапезе, и вы вцепились зубами в еду. Вкуснятина. В детстве я очень любил кроликов на нашей ферме и плакал, когда отец убивал их ради мяса. Но какие же они вкусные. А ты отличный повар. Спасибо, но в следующий раз чур твоя очередь готовить, так что думай, что чем будешь угощать. Жареным попугаем, маминой похлебкой. Не знаю, что там за похлебка, но, наверное, ей. Вы подробно рассказываете о всех тонкостях вкуса супа по фирменному рецепту и остаетесь удовлетворены офицером, нервно сглатывающим слюну. Ладно, когда вернемся на материк, осяду на какой-нибудь глухой деревушке. Знаешь, я давно думаю стать сельским учителем. Повидал много всяких мудростей, мог бы детям рассказать. Думаешь, получится? А еще как. Вы рады подбодрить своего товарища, но долго оставаться на месте нельзя. Чтобы его мечта осуществилась, нужно поскорее выбраться с острова. Попрощавшись, вы отправляетесь на поиск ресурсов. Закрытый пути урожай. Остаются у нас пути широкая река. Восточный мыс. У нас, кстати, что, уже вся карта открыта? Нет, еще вот северо-запад еще не открыт. Таинственные камни. Ага, та самая пирамида. Ну и еще вот тут вот сверху немножко осталось. Ну, короче, уже где-то больше половины карты точно мы открыли. Еще вот самый верх остался. Ну вот еще вот эти 3 места у нас остались. Давайте-ка оставим их уже на следующую серию. Исследуем уже все вот эти новые места. Потом. И не знаю, будет ли следующая серия финальной или еще нет. Я пока без понятия, но мне кажется, что мы уже движемся где-то в этом направлении. Так что давайте-ка на сегодня все. Спасибо всем, кто смотрел, кто ставил лайки. Увидимся в следующей серии. Подписывайтесь на YouTube, на Twitch, на Boosty. На Boosty у нас серии выходят на несколько дней раньше, если что, вдруг. Присоединяйтесь, кому прям не втерпёшь и хочется узнать поскорее, что там, как там. Также не забывайте про колокольчик, следите за сообществом. Всем удачи, всем до скорых встреч.